Всем привет! Сегодня мы поговорим о стратегии под названием ICT Inner Circle Trader по имени канала ее автора. Стратегия в данный момент это весьма популярна у нас на форуме и в сети в целом, представляет собой весьма необычный взгляд на price action. Даже если вам сама стратегия не понравится, обратите внимание на ее элементы. Возможно, вы сможете их внедрить в какую-то свою собственную торговую систему. В первую очередь стоит выразить благодарность автору стратегии Майклу Джей Хаддлстону. Ссылку на его канал я оставлю в описании к видео. В целом, очень многие не совсем понимают и переусложняют данную ТС, как мне показалось, по различным видео на YouTube, где просто испорченный телефон какой-то очень-очень-очень много напутано, переврано и изменено, потому что кто-то слушал какой-то краткий пересказ пересказа от пересказа, и по дороге где-то что-то потерялось. Вот как пример, кстати, еще переусложнение. Это ветка на Forex Factory. Здесь, с одной стороны, в какой-то степени структурированная информация, а с другой стороны, очень много лишнего, ненужного и надуманного. При подготовке данного видео я рассматривал только оригинальные видео от автора стратегии, никакие пересказы пересказов ни в коей степени не задействованы, поэтому, надеюсь, данное видео в максимально объективной и сжатой форме позволит передать суть стратегии, ее правила и отдельные элементы. Характеристики стратегии следующие. Платформа, в принципе, может быть любая. Из индикаторов, так сказать, мы будем использовать только сетку FIBA. Она, в принципе, есть на любой платформе. Инструменты в целом любые. Это как Форекс, так и фондовые индексы. Автор последний год торгует на S&P 500 и NASDAQ. Также ребята применяют данную стратегию на криптовалютах, эфириум, биткоин, и тоже работает. Таймфрейм у нас в целом будет использоваться сочетание, начиная от D1 и спускаться вниз будем до M1. Тем не менее, именно на D1, на таймфрейме дневном, для тех, у кого нет времени внутри дня отслеживать входы, стратегия тоже работает. Мы это посмотрим чуть позже. Ну и время торговли для внутридневной версии европейская и американская сессии. Здесь, в принципе, ничего нового. Некоторые ребята торгуют и в Азию, но не думаю, что для России, СНГ это актуально. Разве что вы работаете в ночь где-то и вам скучно и нечем заняться. Какая идея лежит в основе стратегии ICT? Я всегда не устаю повторять, что когда вы изучаете какую-то стратегию, систему, нужно понимать, какая идея лежит в ее основе, какое ее ядро, можно так сказать. Иначе говоря, на основе чего вы думаете, что этот подход работает. Вы должны понимать идею в основе стратегии и быть с ней согласным, потому что если вы, допустим, не согласны с торговлей против тренда, успеха даже с самой классной стратегией торговли против тренда вы не добьетесь, потому что вы подсознательно будете сопротивляться, открывать неправильные сделки, закрывать их не вовремя, просто чтобы доказать всем, что стратегия говно. Но мы немного отвлеклись. Так, давайте представим, что вы крупный игрок, финансовое учреждение какое-то, и вам нужно, допустим, продать. Она находится в данный момент где-то вот тут. Так как вы крупный игрок, вам нужно продать достаточно много, большой объем. Если вы просто продадите по текущей цене большое количество валюты, если это Форекс, то вы получите следующее исполнение. Ну, допустим, 100 лотов у вас исполнится по цене 1.3150, еще 100 лотов по цене 1.3140, еще какая-то часть по цене 1.3130 и так далее. Почему? Потому что просто нету такого количества валюты на данном уровне цены. Поэтому, когда на этом уровне иссякла ликвидность, мы получаем предложение на покупку, а мы хотим продать на уровне ниже и так далее. Как пример. Вам нужно купить 100 килограмм помидор. Вы нашли 10 килограмм по цене 100 рублей за килограмм, но по такой цене больше помидоров нет. Вы нашли еще 10 килограмм по цене
105 рублей, еще 10 килограмм по цене 107 рублей и так далее. Думаю, идею вы поняли. Таким образом, перед крупным игроком стоит задача купить 100 килограмм помидоров, в кавычках, по наиболее выгодной цене. Каким образом это сделать? Текущий график евро-доллар. Допустим, мы крупный игрок и хотим купить. Что нам нужно? Ликвидность на продажу. То есть люди, которые хотят продать достаточно много, чтобы при наших покупках цена не сдвинулась сильно наверх. Где же находится большое количество продавцов? Где же находится эта ликвидность на продажу, которая нам необходима для покупок? Ниже вот этого low, ниже этого минимума. Почему? Потому что здесь стоят стопы тех, кто купил, а также приказы sell stop тех, кто намеревается продать при пробое данного уровня вниз. Соответственно, для того, чтобы купить подешевле, очень хорошо бы сдвинуть цену сюда. Здесь можно будет закупиться без сильного изменения цены, ну а затем уже двигаться наверх. Произойдет вынос стопов, так называемый. Крупным игрокам нужны ваши стопы не для того, чтобы забрать ваши деньги, а для того, чтобы сильно не изменялась цена при их входе в рынок. Так что, как говорится, просто бизнес, ничего личного. И идея стратегии заключается в том, что мы будем входить после выноса стопов, после слома структуры. Мы помним, что бычий тренд – это череда повышающихся максимумов, медвежий тренд – череда понижающихся минимумов. После слома структуры, то есть пробоя локального low либо high, мы ищем специальный паттерн, который подтверждает наличие алгоритмов крупных игроков в рынке. И после этого мы будем входить на возврате цены к данному паттерну. Далее мы подробно все разберем, не волнуйтесь. Но основная идея стратегии в том, что мы входим после выноса стопов, после слома структуры на возврате к уровню изнутри. Теперь давайте перейдем к терминам и паттернам, которые используются в данной стратегии, потому что их необходимо знать для понимания правил. Начнем с матрицы ликвидности. Текущую дневную свечу, то есть сегодняшний день, не закрытую свечу, с помощью сетки FIBA разделяем, и нас интересует уровень 50, то есть половина свечи. Выше уровня 50% терминологии автора премиум, то есть дорого, а ниже уровня 50 по FIBA дешево, то есть дискаунт. И мы, соответственно, так как алгоритмы хотят покупать дешево и продавать дорого, то и мы тоже выше уровня 50 будем только продавать, ниже уровня 50 будем только покупать. А сам уровень 50 у нас будет выступать одним из возможных ориентиров для цели. Опять же, эту сетку, в принципе, можно чертить, можно не чертить, можно чертить по необходимости, когда именно цели будем искать, потому что половину текущей дневной свечи, в принципе, видно и на глаз. Далее, Fair Value Gap, либо в вольном переводе скачок в распределении цен. Это важная модель. Ее мы будем искать после выноса стопов и после слома структуры, то есть после подтверждения того, что тренд, возможно, сменится, мы будем искать эту модель. Эта модель подтверждает, что алгоритмы крупных игроков в деле, и мы, соответственно, можем на них прокатиться. На слайде медвежий Value Gap, это оригинальные слайды автора, потому что, опять же, повторюсь, в сети очень много пересказов от пересказов, где теряются и даже ставятся с ног на голову оригинальные концепты автора, ну и, в общем, теряется суть. Я от себя, повторюсь, ничего не добавлял, все как есть вам передаю. Итак, это разворотная формация из 3 свечей, которая при медвежьем сигнале будет выглядеть неким похожим образом, но на что стоит обратить внимание. Здесь обратите внимание, отмечены цифрами первая свеча, вторая и третья, которые непосредственно и входят в данный паттерн. Самое важное, на что нам стоит обратить внимание, есть расстояние между тенями первой свечи, в данном случае точка low, и третьей свечи, для нее это точка high. И вот это расстояние между тенью первой свечи, нижней, и верхней тенью третьей свечи и есть Fair Value Gap. Это место в случае с медвежьей формацией, в котором недостаточно предложений на покупку, поэтому цена перескакивает, что нам
подтверждает, что в данном случае имеет место работа алгоритмов крупных игроков. Вместе этого гэпа, в этом гэпе имелся дисбаланс предложений на покупку и на продажу. В случае с медвежьим сетапом было больше предложений на продажу. И есть такая особенность, когда вот такие места без проторговки на графике, они называются дисбалансом, мы сейчас еще отдельно этот момент рассмотрим. В эти места рынок обязательно возвращается, чтобы заполнить дисбаланс, рано или поздно. Вот это для себя отметьте, так как это пригодится вам в торговле на рынке в целом, этот нюанс. Итак, рынок обязательно вернется к этому месту вследствие, чтобы проторговать его. И как только мы будем видеть данный сетап на графике, мы будем готовы продавать. Мы будем ставить в место гэпа, на место гэпа, там, где он есть, вот выше точки high третьей свечи sell limit, либо просто продавать по рынку, когда рынок вернется в это место, и таким образом входить в сигнал на продажу. Стоп будем ставить либо за вторую свечу, либо за первую, как более безопасный вариант. И без этой модели, без Fair Value Gap, мы входить после выноса стопов, даже если вынос стопов был, слом структуры был, но данной модели нет, мы входить не будем. Такие правила стратегии. Также Fair Value Gap, если вы его видите где-то далеко от текущей цены, не отработанный, может являться целью. Абсолютно то же самое, но бычий Fair Value Gap, сокращенно FVG, FVG. Вот здесь автор также выделил линиями границы гэпа, но просто он здесь не рисует тени свечей, но мы смотрим именно на тени, не на цены открытия-закрытия свечей, а именно на тени, чтобы между ними было расстояние. Потому что если тени свечей первой и третьей пересекаются, вот как-то так, допустим, то Fair Value гэпа нету. Эта модель не подходит. Если тени пересекаются, тени не должны пересекаться первой и третьей свечей. Все то же самое с бычьим вариантом. Здесь было в месте Fair Value Gap, вот в этом расстоянии между тенями первой и третьей свечи, было недостаточно предложений на продажу, поэтому у нас рынок рванул вверх и впоследствии обязательно вернется в это место, чтобы заполнить дисбаланс. После этого мы будем покупать, выставив заранее buy limit, либо же просто покупая по рынку, когда цена вернется в это место. Чуть ниже low третьей свечи. Стоп опять же либо за вторую, либо за первую свечу. В данном случае мы покупки рассматриваем, напоминаю, точно так же, как и в случае с медвежьим сетапом. Мы вначале ждем вынос стопов, затем слом структуры, затем смотрим, чтобы была вот эта модель, и покупаем в моменте возврата цены к месту гэпа, то есть расстоянию между первой и третьей свечой. Без этой модели мы не входим. Как это выглядит на графике? Сейчас мы рассматриваем не сигналы по стратегии, а просто отдельно Fair Value Gap, именно этот паттерн. Напоминаю, чтобы вы не путались и не искали каких-то дополнительных нюансов. Итак, вот ярчайший пример просто. Вот она, свеча 1, свеча 2, свеча 3. Очевидно, что вот это вот огромное расстояние, это и есть Fair Value Gap, он же дисбаланс, и цена к нему сюда возвращается. Imbalance, дисбаланс. Это область неравного распределения ордеров, где на рынке присутствуют только покупатели или только продавцы. То есть имеет место дисбаланс между покупателями и продавцами. Рынок всегда будет стремиться вернуться к равновесию и проторговать эти зоны. Как это выглядит? Ну, очень похоже на Fair Value Gap, и дисбаланс является частью Fair Value Gap, иначе это не Fair Value Gap. Но очень часто я специально выделил такие примеры на графике. Мы помним, что Fair Value Gap — это разворотная модель, но дисбаланс, то есть большая свеча без проторговки, может быть частью, ну, допустим, тренда продолжающегося. Вот тут как бы уже разворот был давненько достаточно по количеству свечей, и вот они две подряд свечи. Раз, опять же мы смотрим на расстояние между тенями свечей, как и при Fair Value Gap. То есть тени свечей, окружающих свечу дисбаланса, не пересекаются. Вот они. Вот у нас одна свеча дисбаланса и вторая свеча дисбаланса. И сюда цена будет стремиться вернуться, чтобы заполнить, проторговать этот самый дисбаланс. Что впоследствии, вот мы выделили эти свечи, давайте посмотрим, что впоследствии и произошло. Мы будем использовать такие располагающиеся свечи дисбаланса, не являющиеся частью Fair Value Gap или являющиеся.
что для нас не столь важно, в качестве возможных целей, так как мы знаем, что сюда цена вернется, и логично использовать это место для цели. Эти дисбалансы должны быть заполнены полностью. Допустим, здесь мы видим, что цена не дошла до верхней вот этой свечи, да, до верхней границы, вплоть даже до одного пункта. Ну, окей, 2-3 пунктов, потому что у брокеров могут быть какие-то различия в котировании. Можете рассчитывать, что дисбалансы рано или поздно должны быть заполнены полностью вплоть до расстояния в пару пунктов. Ну, 1 пункт можно отступить в расчете на неточность котирования. То есть, условно, вы видите, что цена дошла вот сюда, и вы можете предположить, что рано или поздно цена вернется до этого уровня 0.9745. Ну, окей, 44. 0.9744. И, соответственно, вы можете это использовать, опять же, в своей торговле, даже если вам конкретно этот ТС не нравится. Что мы видим далее? Далее цена действительно дошла до этого уровня, причем, смотрите, после этого практически сразу сильно развернулась, потом наверх. Ну, это уже суть в том, что вот эти дисбалансы, которые могут являться частью fair value gap, а могут и не являться, должны быть заполнены полностью. Это один из таких законов рынка интересных, на которые нам проливает свет данная стратегия. Время торговли. Внутри дня мы будем торговать в определенное время, не всю лондонскую и всю американскую сессию, а именно конкретные промежутки. Почему? Почему важно время? Потому что алгоритмы крупных финансовых учреждений работают в определенное время. Лондонская сессия с 2 до 5 по нью-йоркскому времени, американская сессия с 7 до 10, опять же, по Нью-Йорку. Что касается Азии, я бы вообще не советовал лезть в рынок на Азии для торговли внутри дня, но тем не менее, если вам по какой-либо причине удобно именно это время для торговли, то можете попробовать с 20:00 до полуночи по Нью-Йорку. Это что касается Форекса. Для S&P 500 промежуток торговли с 8:30 до 11:00 по Нью-Йорку. Такой рекомендует автор. То есть именно до обеда. Вообще торговля по S&P 500 делится на условные тоже сессии. Это с 8:30 по нью-йоркскому времени до 12, с 12 до часу обед. Никто не торгует, кроме роботов, и лезть в это время в рынок не стоит. И с 13 до 16:30, опять же, по Нью-Йорку. Это так называемая послеобеденная сессия. Ну, автор стратегии рекомендует торговать ее только до обеда, а именно с 8:30 до 11. Также у меня здесь в скобках указано сравнение с московским временем, но стоит перепроверять, потому что, опять же, есть переход на летнее время, на зимнее время. На момент записи видео, какая разница с московским временем? Когда вы его смотрите, возможно, уже был переход на летнее, зимнее время, и, соответственно, что-то сдвинулось. Можно в нашем онлайн-инструменте торговых сессий, находится на нашем сайте telab.com, раздел «Инструменты. Торговые сессии». Здесь просто выставить время Америка, Нью-Йорк, выставить в другом окне время вашего часового пояса, ну, допустим, московское, либо еще какое-то, зависит от того, где вы живете, и просто сравнить, какое время для вас начинаются торговые сессии. И если вы посмотрите на рекомендуемое время торговли, вы поймете, что это просто первые 3-4 часа каждой сессии. Лондон у нас с 2 до 5 по Нью-Йорку. Что это значит? Это значит, что начинаем искать сетапы за час до открытия Лондона, и первые 3 часа Лондона можем торговать. После этого новых сетапов не ищем. Далее перерыв и следующий наш промежуток. Американская сессия с 7 до 10. Что это значит? За час до начала нью-йоркской сессии и первые 3 часа. Итого получаем, что мы начинаем торговать за час до начала лондонской сессии и первые 3 часа лондонской сессии, и за час до начала нью-йоркской сессии и первые 3 часа нью-йоркской сессии. Все легко запомнить. Итак, наконец-то переходим к правилам входа. Если это возможно, опять же, это далеко не всегда легко и просто и очевидно, пытаемся определить доминирующее направление дня по дневным графикам. Евро-доллар у нас открыт дневной график. Здесь очевидный долгосрочный тренд вниз, да, прослеживается последние месяцы. И вроде как напрашивается продажа, но в рамках одного дня может произойти что угодно. Ближайшие уровни далековато.
Поэтому я сегодня рассматривал бы, в принципе, оба направления. Далее переходим на M15, либо часовой график, на каком вам удобнее, и размечаем локальные high и low. У нас, если бы мы начинали чуть раньше, в начале торгового времени, это было бы вот тут и вот тут. А утром смотрим локальные high-low ночные. Нас они интересуют. Вот, собственно, это было бы примерно следующим образом. И вот прямо в начале нашего торгового времени произошел вынос стопов, сбор ликвидности на покупку для того, чтобы продать, и произошел разворот. После того, как построили уровни локальных high и low, мы ждем пробоя какого-либо из ближайших уровней выноса стопов. Ждем выноса стопов. После выноса стопов мы ждем слома структуры, то есть пробоя ближайшего. В данном случае, так как мы ищем вход на продажи, мы ждем пробоя ближайшего минимума. То есть нам интересен вот этот вот минимум, когда его пробьют вниз, а соответственно сломается структура вот этого небольшого бычьего тренда в рамках M15, что и произошло вот здесь. Мы все еще не входим в позицию. Мы только анализируем. Так, произошел слом структуры, локальный минимум был пробит, соответственно, у нас появились основания ожидать возможного движения вниз. Далее, после того, как мы нашли слом структуры, мы ищем Fair Value Gap. Был ли он? Без него мы не входим. И он был прямо на M15. Зачастую приходится спускаться на M5 и на M1 в поисках Fair Value Gap, но он у нас присутствует. Вот у нас свеча 1, и есть расстояние между хвостами первой и третьей свечи. Вот есть данный дисбаланс. И что мы делаем? Мы выставляем чуть выше точки high третьей свечи отложку sell limit. И как мы видим, рынок вернулся к этому уровню, и мы, соответственно, продали бы. Что мы, в принципе, можем все еще и сделать. Давайте продадим. Окей, мы продали. Где мы выставляем стоп-лосс? Стоп-лосс мы выставляем за тень второй свечи, либо за тень первой. Ну вот сколько у нас тут пунктов было? Вынесло бы нас или нет? 3 пункта. Ну, добавили бы мы спред, не добавили бы. Тут уже, как говорится, дело случая. Могло вынести, могло и нет. Ну, будем считать, что не вынесло. Поставим наш стоп-лосс за этот уровень. Теперь осталось разобраться с take-профитом. Take-профит мы ставим либо на ближайшие уровни, у нас ближайший, либо свеча imbalance, если в зоне видимости присутствует на графике, куда еще не ходила цена, либо в районе уровня 50% FIBA от текущей дневной свечи. Давайте построим FIBA, накинем, удалим уровень, чтобы не мешал. И от начала дня, то есть примерно вот отсюда, натягиваем до максимального хая. И, соответственно, уровень 50 у нас где-то вот тут. Ну и напрашивается чуть-чуть за него вот как раз этот ближайший уровень. Поэтому давайте FIBA удалим, чтобы она нас с толку не сбивала. И поставим и на него. Ну вот, собственно говоря, и все из правил. Давайте еще раз их повторим. Итак, вначале пытаемся определить направление дня доминантно, если это возможно, на дневных графиках. На данный момент я не вижу какого-то очевидного прям направления, но общий тренд вниз, чуть больше склонность к продаже, как мне кажется. Вообще определить движение цены в рамках недели еще, да, более-менее как-то можно по дневкам. А вот в рамках одного дня, на мой взгляд, это, ну, если у вас хорошо получается, что ж, окей. Далее переходим на часовой график, либо на M15, как вам удобно. Отмечаем, начиная от полуночи, дальше не смотрим, ближайшие high и low. Сейчас, если что, 11 утра по Москве, 4 часа утра по Нью-Йорку. Напоминаю, по Нью-Йорку мы торгуем с 2 до 5. То есть еще 1 час мы можем искать сетапы. А далее стоит уже закрывать текущие позиции и ждать следующего окна, а именно с 7 до 10 по Нью-Йорку. Если бы сейчас начиналась американская сессия, то мы бы отмечали текущие high и low ближайшие, локальные, которые нарисовались на лондонской сессии. То есть рассматриваем внутри дня только high и low этого дня, начиная от полуночи. Так мы отмечаем наши очевидные high и low, точки, за которыми ликвидность на продажу, ликвидность на покупку. Ждем выноса стопов с той либо другой стороны. Далее ждем слома структуры, то есть пробоя локального, ну, в случае с бычьим трендом минимума. Если бы мы искали покупки, мы бы ждали пробоя локального максимума медвежьего тренда. Ждем слома структуры. Он произошел. Вот ближайший у нас заметный локальный минимум вот этого небольшого бычьего тренда. И вот его сломали. Окей.
А далее нам нужен Fair Value Gap. Здесь он оказался прямо на этом же таймфрейме, но чаще всего он находится на M5 либо на M1. После того, как у нас есть слом структуры и мы входим через отложенный ордер Sell Limit либо Buy Limit, в данном случае Sell Limit, в зону дисбаланса Fair Value Gap. Ну, то есть вот это вот окно. Сюда мы ставим отложку поближе к текущей цене. Уж до середины может и не добежать. Стоп-лосс ставим за первую либо вторую свечу Fair Value Gap, ну либо за локальный максимум для безопасности. И Take Profit на ближайший уровень в район 50% FIBA текущей дневной свечи, либо свечу дисбаланса, если она присутствует на графике в качестве ориентира где-то. Ну, если бы где-то вот тут была свеча без проторговки. Ну и далее ждем, что произойдет. Из дополнительных нюансов. Нам нужен свежий high либо low, который еще не пробивали для первоначального ожидания выноса стопов. То есть далее, допустим, на Америке мы пробой вот этого high нас уже не будет интересовать. Нас будут интересовать более новые high. Вот этот, либо какой-то еще более высокий, если нарисуется. Money Management стратегии довольно-таки классический. От 1 до 3% на сделку можете использовать калькулятор на нашем сайте. Ну и спустя чуть менее получаса наша позиция закрылась по Take Profit. Давайте теперь посмотрим, например, на дневных графиках, как я упоминал в начале ролика, стратегия также работает на D1. Давайте посмотрим, например. Здесь что мы делаем? Мы всегда выставляем ближайшие уровни поддержки сопротивления и, собственно говоря, ждем ложного пробоя одного из уровней. После того, как это случилось, вот пример, у нас произошел пробой уровня, вынос стопов. Далее ждем возвращения цены за уровень, пробоя структуры, то есть ближайшего локального минимума. В данном случае опять у нас бычий тренд небольшой был. Вот у нас был ближайший локальный минимум, состоялся его пробой на вот этой свече. Слом структуры произошел. Что мы делаем далее? Мы ждем, либо ищем уже на графике присутствующий Fair Value Gap. На дневном графике Fair Value Gap не наблюдается, значит мы идем ниже на 4-часовой график. Смотрим, был ли Fair Value Gap на 4-часовом графике. Да, действительно был. И вот у нас, соответственно, после пробоя структуры, вот он у нас Fair Value Gap. Вот он. Давайте отметим свечи. Свеча 1, свеча 2, свеча 3. Смотрите, до пробоя структуры, до подтверждения возможной смены тренда нас вообще не интересует, был ли Fair Value Gap, не был. Нам нужен пробой структуры. И только потом мы ищем Fair Value Gap. Так, он здесь был. Вот оно, расстояние между первой и третьей свечой, да, не проторгованная. И чуть выше хая третьей свечи мы ставим Sell Limit. Ну, опять пример на продажу. Соответственно, Sell Limit у нас вот на этом уровне. Он, соответственно, активировался. Стоп-лосс мы ставим за хай либо второй свечи, либо первый. Ну, пусть будет первая для надежности, стоп-лосс. У нас есть продажа. Ну, а далее цель на дневных графиках — это ближайший уровень. Здесь 50% FIBA не строим. Ну и ближайший здесь очевидный уровень я бы поставил сюда. Потому что тут это, ну, прям слишком близко. В любом случае цена дошла и до вот этого уровня. Но она как бы до него уже ходила на момент открытия позиции. Ну, скорее всего, мы бы поставили вот этот уровень целью. Да? Не сочтите за приукрашивание системы, но все-таки напрашивается вот этот уровень. Да, и, соответственно, здесь был бы профит в 170 примерно пунктов. Так что система работает также и на D1, не только внутри дня. Давайте рассмотрим несколько примеров в реальном времени. Начинается наше торговое время за час до лондонской сессии. И вначале смотрим на дневные графики, пробуем определить доминантное направление дня. А евро-доллар после вчерашнего дня становится уже более очевидно, что отрабатывает вот эта фигура поглощения. И, скорее всего, нас ожидает движение наверх. Спускаемся ниже на M15 и отмечаем очевидные точки high и low, которые у нас образовались ранее на азиатской сессии. Если на M15 все как-то слишком сумбурно, можно перейти на часовой график. Да, смотрим именно сегодняшний день, ну, может быть, краешек вчерашнего, если прям совсем ничего нету. И отмечаем очевидные точки. Не отмечаем каждый high и low, каждый минимум-максимум. Возвращаемся на M15 и ждем пробоя этих уровней, выноса стопов. Вынос стопов выше верхнего максимума, и цена вернулась под уровень. Но, правда, сейчас обратно хочет. Мы ничего не делаем, не ищем никаких сетапов, даже если рассматривать сетапы на продажу, что противоречит дневным графикам. В любом случае, нам нужен, после выноса стопов, после возвращения цены за уровень, вынос вот этого локального минимума. Слом структуры. Рассматривать возможные продажи. А что у нас происходит? После выноса стопов по евро цена вернулась за уровень, выбила все-таки локальный
минимум, слом структуры произошел, у нас есть Fair Value Gap. Причем даже на М15 никуда ниже идти не пришлось. Вопрос на $1 миллион. Стоит ли нам рассматривать продажи? По D1, вроде как мы с вами определили, что больше склонность идти наверх. Но с другой стороны, я еще раз повторюсь, предсказать конкретный день, как поведет себя на дневках, очень и очень сложно, потому что даже если тренд бычий, свеча может быть медвежья и наоборот. Давайте все-таки попробуем продать небольшой целью. Да, у нас ближайший уровень как раз недалеко, выставив отложку чуть выше точки high третьей свечи, вот этой хвостатой. Может быть, вообще до нее цена и не дойдет. Стоп-лосс у нас будет выше точки high второй свечи, ну а take profit ближайший уровень. Мерить FIBA тут не нужно, понятно, что оно где-то вот тут 50%. И наше торговое время на лондонской сессии подходит к концу. Активировалась продажа по евро, и сейчас она вот приближается к take profit. Давай. Ура! У нас take profit активирован. И мы с чистой совестью отправляемся на обед. И через 2 часа попробуем найти какие-то сигналы на пересечении Лондона и Америки в наш следующий торговый промежуток. Так, у нас подходит время к нашему второму промежутку для торговли, и мы вновь размечаем график. Отмечаем ближайшие к текущему времени, сформированные на лондонской сессии, крайние точки high и low, за которыми, напоминаю, лежит ликвидность, необходимая крупным игрокам для открытия позиций, чтобы не сдвигать рынок. Да? Смотрим опять же на ближайшие точки к нашей текущей. Кстати, по евро сейчас идет пробой, вынос стопов снизу, ликвидность на продажу, и, соответственно, мы будем ждать возвращения цены за уровень. А затем ждать пробоя, давайте сразу его отметим, локального максимума. По евро небольшой нюанс, да, у нас сформировался новый, более низкий максимум, да, признак медвежьего тренда. И теперь мы ждем пробоя этого нового локального максимума для того, чтобы считать, что произошел слом структуры, если он произойдет. Вынос стопов был, теперь нам необходим слом структуры. Локальный максимум медвежьего тренда был пробит, соответственно, есть слом структуры. Теперь мы ищем Fair Value Gap, и он прямо на М15 у нас присутствует. Если вы вдруг не заметили, я его выделю. Расстояние между хвостами первой и третьей свечи. И мы ставим чуть ниже точки low третьей свечи buy limit. Стоп-лосс поставим чуть ниже точки low первой свечи. Вторая и первая свеча почти одинаково. Ну а для take profit давайте построим FIBA от всего дня. И уровень 50 у нас вот примерно там, где мы и купим. Соответственно, у нас ориентир крайний верхний экстремум. Ну вот, чуть ниже мы его поставили. S&P 500. У нас наступило время торговли для этого инструмента. Здесь я выставил локальные крайних точек текущей дневной свечи. И вот пробили верхнюю границу. Торговое время наше подходит к концу. К сожалению, евро-доллар чуть-чуть до нашей отложки не добежал, а так бы take profit уже бы отработал. Ну, не повезло. Но, думаю, суть вы поняли. Сделка была бы прибыльной, если бы отложку все-таки активировал рынок. По S&P 500 пробой стопов был. Выделить локальный минимум для слома структуры сложно, но на М5 чуть проще. Здесь заметен вот этот локальный. Давайте, хоть это немножко и рискованно, будем рассматривать его для слома структуры. Так, слом структуры у нас произошел. Явно. Теперь нам нужен Fair Value Gap для того, чтобы рассматривать вход в продажи по S&P 500. На М15 Fair Value Gap у нас не наблюдается. Спускаемся ниже. На М5. Здесь его тоже нет. На М1 он у нас вот как раз сейчас сформировался. И мы можем продавать, ну вот здесь в идеале было бы. Стоп-лосс за первую свечу Fair Value Gap. А цейк давайте смотреть. У нас есть, смотрите, неотработанный дисбаланс. И, соответственно, цена туда может дойти, но очень уж маленький. Take profit, давайте смотреть дальше. Что у нас по FIBA? Ну и по FIBA это как раз 50% этот Fair Value Gap закрытый. Но все равно маловато, давайте, ну хотя бы следующий уровень. Вот, кстати, следующая свеча, следующий Fair Value Gap не отработанный. У нас вот он, да, видите? Здесь не было цены. Давайте вот сюда наш take profit выставим. Вот чуть ниже low третьей свечи. Вот, кстати, обратите внимание, у нас здесь тоже был вновь вынос стопов, а затем на M1
был Fair Value Gap и была возможность войти в продажи. Этот скриншот скинул в чат WebSmith у нас на форуме, за что ему спасибо. Ну и, собственно говоря, здесь все отмечено на скриншоте. Итак, наша позиция на продажу по S&P 500 достигает. Все, закрылась по Take Profit. Кстати, вот этот вот сигнал с выносом стопов, который я пропустил, там был на M1, на скрине, который я показывал с чата. Fair Value Gap можно было войти, но я проспал. Ну и, соответственно, вы видите, что он достигал поставленных целей. Куда-то сюда я бы и поставил плюс-минус Take Profit. Ну вот, наверное, чуть выше этого уровня бы и поставил, и, в принципе, он бы достигнут. Ну а по S&P 500 все закрылось. Ну и что ж, торговое время завершено. Надеюсь, данных примеров было достаточно, чтобы вы поняли применение данной стратегии на практике. Итак, перед нами интересная ТС с прекрасной результативностью. Советую обратить внимание как минимум на идеи в ее основе и отдельные элементы. Возможно, вы сможете их интегрировать в ваши собственные стратегии. Ну а у меня на этом все. С вами был Павел, специально для сайта thelab.com. Всем пока!